Салют, people! С вами Human, и как всегда глоточек полезной и вкусной информации для вас. Да, это оно. Ну что, друзья, посмотрим, на что способен новый камушек от AMD с большим кэшем. Новая инфа подъехала, поэтому запрягайте и погнали. Ну что, ребятушки, ранее я вам уже говорил о том, что будет анонс центрального процессора, говорил, когда он выйдет, но это все повторю потом еще. Мы с вами уже видели тесты в играх, хоть там и был незначительный тест, причем в 720p. Мало, скажем так, распространен этот формат для того, чтобы и как тестировать игры, что в принципе правильно для центрального процессора, но большинство людей все-таки сидят как минимум на 1080p. Но ныне ситуация переменилась, новые данные. Но прежде я вам напомню, что этот процессор на 7-нанометровой архитектуре Zen 3. Ну, естественно, ядра Zen 3, где у нас и 8 ядер, и 16 потоков. А в довесок 100 мегабайт комбинированного кэша и плюс еще 65 метров кэша. Вы спросите, откуда? Ну как это? А 3D Stack SRAM отсюда. Частота у нас в базе 3,4 ГГц, в разгоне 4,5, и все это добро нам дает 105 Вт TDP. И, друзья, буквально еще немножечко украду вашего личного персонального времени, но для того, чтобы мы увидели тесты и результаты тестов и так далее в играх с сравнимыми камнями от Intel, нужно понимать, на чем все это будет тестироваться. Кто захочет, перемотает, но, тем не менее, вы должны понимать, что у кого там из железа было, что оно одинаковое или не одинаковое. В общем, чтобы условия были равными, насколько это возможно. Итак, для красного камня было подготовлена мать X570 Aorus Master и азушка G-Skill Flare X, 4 плашки по 8 ГБ на 3200 МГц CL14. И, кстати, чипы Samsung BDI. А для синего камня готова TUF Gaming Z690 плюс Wi-Fi D4 мамочка, плюс память G-Skill Flare X. Также все, 4 плашки на 8 ГБ, 3200 МГц, CL14 и тоже у нас Samsung BDI. Ну, не скажу, что это идеальный вариант для тестирования центральных процессоров в контексте оперативки, что для Zen 3, что для Alder, но во всяком случае они одинаковые и, ну, более-менее чем достаточно. Жаль, конечно, что нет сравнения с Intel и DDR5. Я понимаю, что это может быть не совсем было бы корректно и объективно, но поскольку Intel имеет уже возможность использовать DDR5 для своих камней, то почему бы и не попробовать? Если мы сравним хоть и предыдущего поколения AM4 с большим кэшем процессоры, да, вот максимальный предельный уже рефрешик, больше просто невозможно уже из AM4 выжимать, ну и не будут. Вот, поэтому было бы интересно посмотреть и на, да, New Gen, но тем не менее с DDR5. Ну, можно сделать справочку, скидочку на то, что как бы и процессоры все еще сыроватые, хотя и рефреш эти будут сыроватые, да, и плюс сыроватая еще и DDR5. Ну, ладно, это уж мои домыслы, желания. Видик же везде у нас здесь одинаковый, не как в прошлый раз там было 3080, 3080 Ti и 3090, а здесь у всех 3080 Ti Founders Edition. Все тесты, сразу говорю, были в 1080p, в определенных настройках вы увидите это, в основном максимальные. В предыдущий раз мы с вами смотрели 720p, поэтому еще раз говорю, если промахнулись, не посмотрели, вдруг моргнули случайно, милости прошу, видос давно готов. Тем не менее, если пристально смотреть на результаты тестирования, становится ясно, что из 12 игр в 6 5800X 3D, ну, соответствовал флагманскому процессору Intel Alder Lake Core i9-12900K, что очень неплохо, учитывая, что Альдеры это процессоры нового поколения, на секундочку. Ну а те, кто вдруг не успел уследить за мыслью, то я говорю вам сразу, нет, в остальных 6 играх камень AMD не проиграл, а наоборот, был даже лучше, а в ряде проектов и подавно. И кстати, это на фоне того, что камушек красный на старте по РРЦ будет стоить 449 баксов. И я напоминаю, что тоже 12900K или даже KF, они стоят 500, это прям минималка, но в основном сейчас стоят куда дороже. Ну так вот, что касается результатов тестов в оставшихся 6 играх, то красный обошел синего в производительности в некоторых моментах на 29% в пике, но в некоторых на 10 и 15 в среднем. В частности, это касается Final Fantasy 15, Ларка в лице Shadow of the Tomb Raider, ну и славно известный Геральт из Ривии, да, третий Ведьмак. И вот еще один важный момент, друзья. В угоду такому здоровенному кэшу, к счастью или к сожалению, но такой центральный процессор не оверклочится. И даже больше вам скажу, что из-за такого массивного кэша пришлось и в какой-то мере снизить частоты. Так что если вы увидите 5800X без 3D, то вы заметите, что тактовые частоты изначально выше. И если вдруг для вас это проблема, ну допустим, вам тактовые частоты позарез нужны и производительность будет зависеть именно от этого параметра, ну вот в играх, допустим, кэш все-таки действительно тащит, а вот не знаю, в каких-то других программах, каких-то повседневных, бытовых или рабочих, например, вам тактовая частота, ну, понужнее будет,
Не проблема, просто возьмите 5800X без 3D и замечательно будет. Ну, если у вас платформа не Intel, естественно. В итоге можно сказать, что красные выпустили данный камушек, ну, для того, чтобы составить максимальную конкуренцию для Intel на данном этапе со своим, условно, старым сокетом AM4. И основной плюс как раз таки тут в том, что действительно применяется старый сокет. То есть вам не нужно покупать новую материнскую плату, даже если это для DDR4 будет, а не для DDR5. А если для DDR5 покупать, нужно будет DDR5 покупать, а все это тянет за собой денежки. Ну и насколько я знаю, уже вот на днях можно будет, скажем так, спадет основное эмбарго, и мы увидим еще больше тестов этого камня. Не знаю, может быть будет смысл снять еще видос, чтобы вы уже полностью владели информацией, потому что я сомневаюсь, что сейчас в наши страны доедут хоть какие-то камни и хоть на какой-то обзор, но тем не менее. Ну а официальный релиз будет у нас 20 апреля. Ну, ребятки, поэтому предлагаю сейчас подбить итоги по всем этому тому, что безобразие мы увидели с вами, ну и определимся, что да как. Ну, что я хотел бы вам сказать. Если вдруг вы счастливый обладатель именно Intel 12900K или KF, не имеет значения, ну, я думаю, у вас не должно быть и толики сожаления, что вы купили новый, но New Gen, по большому счету, для DDR5, на фоне того, что вышел новый условный камень, который подешевле и который, как мы видим, в производительности либо такой же, либо где-то даже чуть получше в играх. Тем более, если посмотреть на 12900K, ребят, у вас там и потоков поболее, если вы обладаете этим камнем, и ядер поболее. Хотя, соглашусь, да, тут больше и тепловыделения, и потребления. Ну и ценник. На том же Амазоне, по моей памяти, по-моему, KF в последний раз, когда я видел, был 580 баксов. Так что подороже все-таки. Но у вас есть возможность использовать DDR5 и PCI-Express 5.0. И с зазором еще и на будущее, что там и DDR5 допилит, и камень оптимизирует и так далее. Поэтому, ну вот как бы палка о двух концах. С другой стороны, сравнение разных поколений, ну, по-моему, тоже не до конца здоровая тема. Вот, мы просто сейчас сравним максималку, что есть у AMD условно, и у Intel. Ну, вот, как бы, вот такие условия. А если говорить, что это New Gen, а это уже, ну, условно, Past Gen в AMD, ну, не совсем корректно. То есть нужно было бы сравнивать AMD New Gen с Intel New Gen. Но вы видите, что они идут в разнобой, поэтому, ну, есть условности. Ну а с другой стороны, можно пойти иным путем, сказать, что ну как же, Human, ну вот AMD еще нету нового поколения, а они уже дали такой процессор с таким кэшем, где просто вот так вот, грубо говоря, Intel ставит в позу, да, в игровой индустрии. Что же тогда будет, когда будет у нас новое поколение? То есть ситуацию можно и так обыгрывать. Ну а в целом, если говорить по чесноку, лично за себя, то мне кажется, что все эти сравнения, они, ну не то чтобы лишены смысла, но уже не имеют той, скажем, привязки к конкуренции, что ли. То есть за счет того, что AMD в свое время поднажала, создав Ryzen, она поставила на уши Intel, который разленился в свое время. И учитывая ту конкуренцию, которая у них есть сейчас, они, ну, можно сказать, на одном и том же уровне. Где-то есть плюсы, где-то есть минусы, там и по цене, по производительности, по нагреву, ну неважно. Но сейчас уже такой уровень центральных процессоров, что вы не прогадаете, если купите там какие-то новые, даже не New Gen центральные процессоры от Intel или AMD. В основном сейчас вот 99% вам мешать будет только ценовая политика. А все остальное, как бы, уже настолько развились технологии, что вам будет хватать либо того. Это лично моя позиция, я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, вы бы меня не переубедили. Но если есть мнение, скажем так, условно логичное, рациональное, и вы сможете меня переубедить, хотя я, кстати, хоть на камне AMD-шник, я могу быть спокойно на Intel и спорить со всеми, если вдруг придется. То есть у меня нет предпочтений к тому или к другому, меня бы все устроило. Нынче, если возьмешь средний или высокий сегмент, все будет замечательно работать. Поэтому вы можете написать свое мнение в комментариях, как вы думаете вообще, вот такое сравнение возможно или нет. И, кстати, там скоро AM5 будут. Как вы думаете, чего нам стоит от них ждать? Понятно, что сначала может быть что-то сыровато, но тем не менее. Переплюнет ли Intel, мне кажется, да, и насколько. Ну, в общем, пишите свое мнение. А на сегодня, ребятки, у меня для вас все. С вами, как всегда, был Human. И, как всегда, кайфовой вам игры.